Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем мучить мою новую клиентку. Вот такой вот смелый человек ко мне пришел и сказал: делай, что хочешь. А знаете, почему обычно мне люди это говорят? Да потому что они в количестве образцов моих дизайнов не могут выбрать, чего же им хочется. Поэтому лайфхак: если вы со всех сторон обвешаетесь образцами дизайнов, и клиенты, куда ни глядя, будут натыкаться на них и теряться, они будут доверять вам полностью и говорить: делай, что хочешь, только не спрашивай меня, чего же хочу я. Мне было задано, что должна быть форма pipe, все остальное по желанию мастера. Итак, мастер у нас сегодня желает поиграться с акрилатиками. Но с акрилатиками играться просто так скучно, я решила сделать что-нибудь, как обычно, интересненькое. Поэтому смотрите внимательно, интересненькое скоро начнется. Как обычно, по стандартной схеме подготавливаем для себя ноготочки, убираем птыриги, подготавливаем праймер, базовый гель, все как положено, наносим подложечки на формы под форму pipe, а дальше начнем вытворять. Итак, делаем тоненькую подложечку, следим внимательно за тем, чтобы у нас не было нигде лишних капель, потому что капли на подложке нам будут очень сильно мешать в дальнейшем, поскольку у нас здесь предполагается аквариум на весь ноготочек. То есть мы будем делать не аквариумный френч, а будем делать аквариумный дизайн на всю поверхность ногтя. Сегодня у нас акрилатики от Космопрофи, из которых мы смешиваем те цвета, которые нам необходимы. К сожалению, пока цветных акрилатиков никто не делает, поэтому приходится выкручиваться и делать их самостоятельно. В данном случае смешиваю прозрачный акрилатик с блесточками. Здесь, внимание, главное не переборщить, потому что если вы добавите слишком много блестящих частиц, ваш акрилатик перестанет сохнуть. Поэтому, внимание, частицы не должны превышать по объему объем моделирующего материала. Ну а теперь начинаем ваять геометрию. И вот здесь вот самое сложное для меня было подобрать время просушки, чтобы материал был не полностью засушен, но и в то же время, чтобы можно было пристраивать следующую зону, чтобы предыдущая зона у нас никуда не убегала. Вот это вот методом путем проб и ошибок было выяснено, что в 48-ваттной лампе SunOne время составляет где-то 25 секунд. Итак, кусками набираем себе геометрию, какой-то геометрический дизайн. Используем те цветные акрилатики, которые мы смешали из блесток, и добавляем сюда камуфлирующий акрилатик и белый. Получается у нас 4 оттенка, из которых мы вот так вот кусочками собираем те элементы, которые нам нужны. Очень многие из вас видели такую технику дизайна в акрилах, да, там все довольно просто. Акрил сохнет на воздухе, пока мы сделали одну зону, она уже подхватилась, можно ни о чем не думая пристраивать следующую. Но с акрилами очень многие не любят работать, потому что они имеют запах. Вот вам вариант такого дизайна в беззапаховой системе акрилатиков. Ну а поскольку клиентка отпустила нашу фантазию и сказала: делай, что хочешь, я вообще закрыла глаза, меня здесь нет, мы делаем 10 разных пальцев. И это называется Шулунова дорвалась. Конечно же, не забываем поджимать, потому что пайп, как никакая другая форма, требует очень глубокой красивой арочки. Поэтому здесь на поджатие нужно очень внимательно. Почему мы так мало сушили предыдущие слои, предыдущие куски? Чтобы они у нас поджались в конечном итоге.
Ну и на самом деле вот этот безымянный пальчик был у нас пробный. Я на нем пробовала, получится ли вообще что-нибудь из этого сделать. Мы его выложили, сразу же опилили, посмотрели, поняли, что все хорошо получается, поэтому потом продолжили делать остальные 9. Ну а я напоминаю, что ссылочку на используемые материалы я вам, конечно же, оставлю в описании. Не забудьте туда заглянуть, если вас что-то заинтересовало. Ну а теперь добавляем прорисовку. Я же говорила, у нас 10 разных пальцев, говорила. Вот, поэтому и прорисовываем мы их все по-разному. Единственное, что одно и то же, мы используем ровные такие вот всякие разные линии, довольно-таки тоненькие, но при этом чередуем самые тонкие линии с более уплотненными. Получается вот такая вот потрясающая геометрия на наших ручках. Ну а на самом деле в этот раз мы придумали 10 разных пальцев, но это совершенно не предел для этой техники, потому что в этой технике можно придумать еще 2 миллиона разнообразных вариантов и ни разу не повториться. Девочки, отпускайте свою фантазию, пускай ваши руки творят, как им вздумается, потому что тогда у вас будут получаться очень потрясающе интересные и необычные варианты. Ну а даже если где-то что-то у вас пошло не так, как, например, вот здесь на безымянном пальчике, где у нас пропилились блесточки в районе кутикулы, мы, конечно же, можем это спрятать, потому что мы умеем рисовать. Для тех же, кто не умеет рисовать, ссылочку на курсы оставлю в описании.
В общем, вот такая вот красотища, вот такое вот необычное использование акрилатика в торговой марке Космопрофи. Напоминаю, ссылочки на них оставлю вам в описании. Мы же на сегодня с вами прощаемся. Увидимся скоро в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!